Россия объявляет Китай врагом. Удар в спину или многоходовочка. Опубликован документ, который обсуждает весь мир. Маск в Москве. Исчезновение бизнесмена с радаров после ссоры с Трампом. Что происходит? Срыв обмена телами и пленными. Россия разворачивает мобильный театр. В ход пошел целый спецотдел ИПСО ФСБ. Для чего? Бунт в российской армии. Расстрелян командир и 2 подчиненных. Таких случаев все больше. Слезоточивый газ, резиновые пули и лозунги. Напряжение в США растет. Все из-за решений Трампа. Король возглавил военный парад. Буферная зона продлевается. Китай покоряет Солнечную систему. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Харьков снова под прицелом и в огне. Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по жилым кварталам. Разрушены здания, в том числе детская железная дорога и частный дом. 18 раненых, среди них 14-летний подросток. 1 женщина погибла. Работали более 200 спасателей, вытаскивали людей из-под завалов. Россия методично стирает город с лица земли день за днем, удар за ударом. Дым на очередном российском НПЗ. На этот раз в Нижегородской области. В Кстово запылал битумный завод «Лукойл». Тут тачки ездят, все снимают. Яндекс.Доставка со свежими новостями. О причинах возгорания официально не сообщалось, но у очевидцев сомнений не было. Дрону прям вот только что Кстово, Лукойл. В январе этот завод был атакован украинскими дронами, после чего временно приостанавливал работу, так что опытный уже в этом деле. А в легендарном Энгельсе в районе аэродрома 2-й день продолжала гореть и дымить нефтебаза. Бочка на ТСП или где-то. Тем временем украинские беспилотники атаковали 8 регионов России, включая Московскую, Брянскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую и Калужскую области. Также сообщалось о взрывах и задымлении в Смоленске, Рязани и других населенных пунктах. Дружеские улыбки, рукопожатия, объятия – все это только на показ. РФ внезапно объявляет Китай врагом. Тайно, но официально и, как оказалось, уже достаточно давно. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в утекшем документе Федеральной службы безопасности РФ, полученном хакерской группой RSLeaks, Китай – это не партнер, а угроза национальной безопасности России. Доклад по программе «Антанта-4» был одобрен за 3 дня до вторжения в Украину и посвящен противодействию китайскому шпионажу. Образец документа о Китае, по-видимому, поступил из Управления контрразведывательных операций ФСБ, ДКРО. Он дает уникальное и интригующее представление о российско-китайских отношениях. В нем выражалась глубокая обеспокоенность Москвы китайским шпионажем. Мы передали документ 6 западным разведывательным службам, все они подтвердили, что он выглядит подлинным. Чекисты фиксируют рост китайской разведдеятельности в РФ, вербуют чиновников, журналистов, охотятся за военными технологиями, но вишенка на торте – поиск древнекитайских следов на Дальнем Востоке, будто бы намекают, чья это земля. Интерес Пекина к Арктике и Центральной Азии тоже воспринимается как вызов, но вслух об этом говорить запрещено. Приказано не портить картинку братства. Так что пока Путин обнимается с Си, ФСБ всерьез готовится к конфронтации с Китаем. За спиной, пока не в спине, нож. И ирония в том, что Китай и Россия далеко не вечные братушки. В 19 веке Россия отобрала у ослабленного Китая Уссурийский край, Приморье, Амур официально по договору, но фактически силой. Для Пекина это унижение и национальная травма. Сегодня лидеры обнимаются, но ФСБ знает, Китай не забыл. Особенно теперь, когда все чаще вспоминается о древних китайских землях на Дальнем Востоке. Россия жалуется на срыв обмена телами. Москва вбрасывает тревожные кадры фур с телами и обвиняет Киев. Мол, Украина в последний момент отменила обмен телами и пленными. Заявление сделал лично помощник Путина Мединский, утверждая, что Россия подготовила 6 тысяч тел, но украинская сторона не явилась. В полном соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями мы подготовили более 6 тысяч тел украинских бойцов ВСУ, которые находятся в рефрижераторах замороженных и в специальных вагонах в форме ВСУ, многие из них с документами для передачи украинской стороне. Также подготовлены списки военнослужащих категории раненые, тяжело больные и молодые до 25 лет, которые примерно по 1200 человек с каждой стороны мы готовы также передать незамедлительно украинской стороне.
Подключилась и Минобороны. Генерал Зорин повторил тот же месседж, подкрепленный видео фур на российских номерах. Но в Киеве разоблачают этот спектакль. Видео снято не в месте обмена, а в глубине России. Вся операция – это ИПСО ФСБ для давления по переговорам. Видео носит откровенно пропагандистский характер и является частью подготовленной дезинформационной кампании ИПСО российских спецслужб с целью дискредитации Украины и давления на переговорную группу в ходе подготовки будущего обмена и репатриационных мероприятий. Замглавы штаба по пленным Андрей Юсов подчеркивает, Украина готова к обмену, но срывает его именно Москва, саботируя согласованные условия. Очередная попытка навязать вину в духе кремлевской пропаганды. Дрон с крыши в лоб стратегическому бомбардировщику. От вылета из фуры до поражения самолета СБУ обнародовала новое видео со своей уже легендарной спецоперацией «Паутина». Это часть масштабной спецоперации «Паутина». За несколько дней минус 41 вражеский самолет, включая А-50, Ту-95 и Ил-78. Ущерб более 7 миллиардов долларов. Российская стратегия в пепле. Маск приземлился пока не на Марсе, а в Москве. Речь, правда, не об Илоне, а о его отце. Эрл Маск прилетел на форум будущего 2050 и сразу сделал заявление. В споре сына с Трампом папа принял сторону президента США. Илон совершил ошибку. Я думаю, он устал. У него стресс. 5 месяцев непрерывного стресса. И вот в конце концов остались только он и Трамп. А потом они все еще не знают, что делать. И воюют друг с другом, пока не смогут прийти к нормальным условиям. Тем временем сам Илон исчез с радаров. По данным Financial Times, он игнорирует звонки топ-инвесторов, рискуя провалить сбор 5 миллиардов долларов для XAI. Все после того, как обозвал закон Трампа свинской мерзостью и предложил создать новую партию «Америка». Трамп в ответ назвал Маска сумасшедшим, а твит про Эпштейна Маск быстро удалил. Теперь угадайте, где может скрываться миллиардер. В Госдуме ведь уже предлагали Илону политическое убежище. Может, он просто сим-карту пока не успел купить? Расстрел командира и в бега. Очередной бунт в армии Путина. В Луганской области российские дезертиры устроили самосуд. Расстреляли командира военной полиции и 2 подчиненных, после чего скрылись. Оккупационные силы до сих пор прочесывают местность в поисках беглецов. Это далеко не единичный случай. По данным важных историй и Front Intelligence Insight, с начала полномасштабной войны было зафиксировано около 50 тысяч дезертиров. Армия трещит по швам и все чаще стреляет в своих. С кадилом на выход. Священника Валаамского монастыря уволили после слов о мусульманах. В конце мая в своей проповеди схиегумен Гавриил привел в пример православным, исповедующих ислам, которые скреплены пусть и неправильной, но верой. И это люди, мужчины, здоровые, не пьющие, мужчины, которые все занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки. Это армия целая. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают, потому что МВД не успеет даже пикнуть и справиться. На эти слова священника отреагировал соратник Кадырова Апти Алаудинов. Какой-то дебил, который натянул на себя рясу. Реально, кроме как дебил, я его не назову. Это представители войска Антихриста. Командир Ахмата назвал священника дебилом, который натянул на себя рясу и потребовал извинения или возбуждения уголовного дела. И вот в телеграм-канале Валаамского монастыря появилось сообщение об увольнении отца Гавриила. Такая работа только для женщин. В Госдуме родилась идея очередного запрета. Депутат Султан Хамзаев выступил с предложением запретить мужчинам заниматься профессиями, которые он считает женскими, такими как визажисты, мастера по маникюру и стриптизеры. По его словам, мужчина в этих ролях выглядит не очень привычно, и такая тенденция доходит до абсурда. Хамзаев призвал к общественному обсуждению этого важного вопроса и предложил официально ограничить доступ мужчин к подобным видам деятельности. Но запретить посылать сотни тысяч российских мужчин убивать соседей и гибнуть на войне самим он не предложил. А вы что считаете? Польша продлила буферную зону на границе с Беларусью еще на 90 дней. С 8 июня запрет на въезд на 78-километровый участок будет продлен. Власти объясняют это защитой пограничников и борьбой с нелегальной миграцией. Зону ввели еще в 2024 году после нападений на силовиков и с тех пор регулярно продлевают.
Война без конца и края. В Газе 54 772 погибших. Мир бессилен. Палестинские власти, насколько им можно верить, заявляют, что с начала войны в Газе уже погибло почти 55 тысяч человек, и еще 125 800 тысяч ранены. Только с марта, после возобновления наступления, Израиль убил 4,5 тысячи человек, опять же по данным Газа. И удары продолжаются. По данным палестинских источников, только за субботу 34 новые жертвы, в том числе 6 погибших при атаке на центр раздачи гуманитарной помощи в Рафахе. Больница на последнем издыхании, топливо на 3 дня, система на грани коллапса, бьет тревогу ВОЗ. Израиль формально поддержал план США по перемирию, но требует полного разоружения Хамас и освобождения всех заложников. Хамас настаивает на поэтапном обмене и подозревает, Израилю перемирие нужно лишь для перевооружения. Мир, а не война. На паузе, люди в аду, надежды нет, никто и ничего не может сделать. Король на параде, Европа на пороховой бочке. Пока Восточная Европа балансирует на грани, Испания демонстрирует силу. На Тенерифе прошел масштабный парад ко Дню вооруженных сил. 3000 военных, техника, боевые вертолеты, истребители, рисующие в небе гигантский флаг. Все под пристальным взглядом Филиппа VI и королевы Летисии. Символично. Впервые с 1986 года парад проходит именно здесь. Тогда Филипп еще был кадетом. Сегодня он верховный главнокомандующий, подчеркивающий, что демократия тоже умеет защищаться. На повестке модернизация, мобильность, взаимодействие с НАТО и ответ на гибридные угрозы Кремля. Слезоточивый газ, резиновые пули и лозунги образования, не депортация. В Лос-Анджелесе вспыхнули протесты после масштабных рейдов иммиграционной службы ICE. Сотни вышли на улицы, полиция ответила дубинками и светошумовыми гранатами. Протестующие держали плакаты ICE «Вон из LA», а среди задержанных люди, проживающие в США десятилетиями. Улицы окутал дым, в полицию полетели куски бетона, власти объявили протест незаконным сборищем и пригрозили арестами. Америка обещала свободу, а превратилась в зону военной зачистки. Китайцы хотят добывать энергию прямо из атмосферы Марса. Ученые предлагают использовать газовую оболочку планеты для производства топлива, тепла, кислорода и метана прямо на месте. Исследования уже идут при минус 63 градусах. Пригодится даже отработанное тепло от генераторов. Это только начало, но именно такая система может стать ключом к выживанию на других планетах. Для проведения исследований на Марсе нужны исследовательские станции, множество оборудования, а все это зависит от надежного источника энергии. Разрабатывая энергетическую систему, необходимо учитывать местные условия. Это лишь начало, впереди еще долгий путь. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.